Друзья мои, привет вам из солнечных джунглей. И я в шоке. Я решила тут полив организовать. И смотрю, думаю, что там такое желтенькое виднеется. А это рангсан цветет. Причем понасыпал мне там, смотрите, уже давно, видать, цветет. Давно меня здесь не было. Не, ну я периодически появляюсь тут, поливаю. Но так как я сделала фитили, то я не так часто появляюсь, как раньше. Девочки, посмотрите, что он творит. Вот такие у него цветоносы. И вот такие у него соцветия у рангсана. Причем цветоносов очень немало. Я вижу, вот засушил он череночек. Вот, видите? Но цветонос жив еще на этом черенке. Ну, интересный рангсан. И листик у него интересный. Так пышно, еще не цвел. Это дебют. И знаете что? Слышу интересный такой вкусный аромат. Но я думаю, что это все-таки не рангсан. Либо это, знаете, такой хор. Такой хор цветущих хой. У меня здесь Финлайсони Long Leaves, так мне кажется она называется. Вот у нее одна корзинка. И смотрите, ой боже, куда она побежала, она уже здесь. И вот вторая корзинка. И эта вторая корзинка, она ароматит. Девочки, вот она. И она ароматит таким лаймом, я бы так назвала. Ну, не знаю, какие-то специи. Сейчас, девочки, я тут попытаюсь. Я закинула вот так ус. Он здесь, и, кстати, я вижу, открепила тяжелая обовата. У нее, кстати, вот эта вот листовая пластина выровнялась. Это на этой паре листьев. Она уперлась в потолок, перестала расти, и она вот так даже сорвала своей мощью мне крепеж. А видите, какие у нее листья шли? Покрученные, пока я ее не пересадила на фитиль в большой горшок. Так вот, Финлайсони кинула сюда ус, дала впервые на этом новом усике цветоносики. И вот почему-то эта корзинка позже появилась, но она раньше зацвела. И это она ароматит. Ну ладно, давай я тебя вот так закину. Представляете, вот присыхает, вот я дерну, присохнет, и потом дальше растет. Вот здесь то же самое, где я видела. Ну, в общем, она здесь так постоянно себя ведет. Красивый у нее листовой аппарат. Ну, и рангсана тоже. Очень красивый хои. Так, ну, в общем-то, цветение стартануло. Вот так выглядит корзинка, пока она еще не открыла бутончики. И вот так она выглядит с открытыми бутончиками. Ну, прям произведение искусства. Еще и вкусно ароматящее. Издающее, источающее вкуснючий аромат. Вот они все плюс-минус похожи. Я имею в виду и калистофилу, и Финлайсони. У них похожие корзинки. Так, что у меня здесь творится? Вижу, валяются орхидеи, которые отцвели. Здесь тоже. Да, надо все поливать. Ой, пошла у меня наконец-то в рост вот эта милота, девочки. Так, я ее люблю. А чей тут ус еще? О, смотрите, у нас новый ус. Прям вот здесь из пазухи. Мы ждали в двери, а он в окно. Это этот же Клеменсиорум Индонезия. И знаете, почему он здесь дал
потому что я этот крутанула вниз, и он присох. Но он сейчас готовит сюрприз. Видите, у него тут какое цветение намечается. На этом цветоносе уже 12-е цветение у Клеменсиорума Индонезия. Девочки, мне кто-то из вас спрашивал, но мне здесь пока его негде даже срезать. Как бы вот этот цветонос, вот он стрельнул ус, но на нем листьев пока нет. Как-то так. Или вот это только, вот это крайний узел. Видите, нету листьев. Пустой ус, но цветет. У него тоже прикольное цветение, но аромат у него специфический. Так, кто здесь у меня? Так, вот это ж акута вариегата. У нас там какая-то техника во дворе, что непонятно. Какая-то работа идет. Акута очень красивая, классная. Это Жорка пришел. Так, девочки. В общем-то, по Клеменсиоруму Индонезия все понятно. Ждем цветения и новый усик, который надо будет потом подхватить и направить в правильном направлении. И, кстати, вот акута, она тоже дала цветонос. Да, Жорочка? Вот видите, мне нравится, как цветет акута вариегата. Такими желтыми, красивыми, тоже ароматными цветочками. По-моему, ароматные цветочки. Так, там у меня Potsi Splash растет. Когда-то давно она у меня тоже давала цветонос. Там красивый желтый такой зонтик с цветочками. Вообще, кто хочет, девочки, поделюсь с вами. Potsi Splash. Она у меня уже разрослась до приличных масштабов. Она мне нравится. Смотрите, какая зелененькая. Пошла вон туда в угол. Так, ну акута, конечно, вообще вау. Долго стояла и наконец-то дала вот эту новую веточку. Такая молодец. Надо будет ее сюда куда-то прихватить, чтобы она чувствовала опору и продолжала рост. Как только хуя прекращает, ну не чувствует опоры, она, девочки, прекращает расти. Ну так мне показалось. Надо с ней разобраться. Ну красивая, симпотная такая, глянцевая, интересная. Листик такой. На каждом свой узор, своя варигатность интересная. Так, вот здесь у меня тоже безобразие. Это Клеменсиорум ачих. Я, кстати, имею свободные узлы. Вот свободный узел. В общем, эту сторону я могу несколько узлов срезать. Есть узел с 2 листиками, есть узел с 1 листиком. Потому что у нас вот такой вот новый ус, который сначала что-то расстроился, присох, потом опять проснулся. И вот он, девочки, пошел вон туда, в потолок. Это все он. Ну, я буду ждать на этом новом усике листиков. Пока он просто безлиственный, голый, некрасивый. Многие девчата говорят, ну это ужасно, кидает Клеменсиорум палки. Ну, надо, девочки, терпение. Так, здесь дружит мой Гунингадинг, который тоже собрался цвести. Вот, смотрите, корзинки у него с цветочками. И ундулата рядом с ним. И они здесь прям сплелись воедино. Вот узел ундулаты с листиками тут у меня прям перед носом. И вот она сюда, я специально воткнула в стаканчик с акутой держатель и дала возможность ундулаты плестись по этому держателю, потому что она кинула ус, и его лучше не трогать. Боже, как здесь пахнет вот этой вот красавицей. Это невероятно. Такое ощущение, что ты на какой-то восточной кухне находишься, в каком-то магазине со специями. Честное слово. Вот я сейчас ее потревожила, она ж там как нушла.
Она может еще, девочки, на меня и, так сказать, верну. Может на меня обидеться. Ну, даже если она засушит этот ус, я как-то не расстроюсь. Мне достаточно этой красоты. Не, ну мне нравится, что 2 корзинки и будет пахнуть вкусно долго. И, кстати, у Finlay Sony я вижу еще один новенький усик. Ну да, им нравится, когда недалеко от них опора. Так. Тут у меня тайсука продолжает цвести. На днях написала мне девушка, говорит, видела у вас череночек на видео эллиптики. У меня такое получилось, как я срезала девчонкам черенок, и верхушка такая несимпатичная, с присохшим листиком у меня оказалась как в излишках. Думаю, ну дай сделаю себе дублик. Но девочка попросила, а я как раз вот только девочка написала вечером, по-моему, я увидела, а утром я высадила. И говорю, еще корней нету. Она говорит, я подожду. И слушайте, через день или через 2 прихожу, а корни уже есть. Вот просто без теплички вот так вот стоит вот здесь торфплазма. И вот уже корни пошли. Сначала, конечно, они в воде появились там маленькие, совсем наметки. А потом я засунула в грунт, и вот, и она сразу пошла даже расти. Видите? Даже листики появились. Вот и пойди знай. А моя там что-то основная, вот материнское растение, что-то там она чахнет. Я уже переставила ее ближе к окну. Как бы знаю, что эллиптика не любит сильного света, но и в темноте ей тоже не сильно комфортно. Вот пойди их разбери. Так, вот здесь моя красота. Она, кстати, уже отцвела. Вижу цветонос уже без бутонов. Это моя тоже вкусно пахнущая калистофила калимантан. Очень она мне нравится. Я ее пересадила в большой горшочек. А вот и моя, стоит за ней красота. И вижу, там тоже есть на что посмотреть. Видите? Бутоны, но еще не распустила Хоя. Orange Flower. У нее вот эти цветочки, когда откроются, они будут, конечно, желтенькие с малиновой серединкой. Вот она так их спрячет, интересно, они поникшие, и так вот они среди этих красивых листьев. Красота. И вот она тоже кинула ус, и вот здесь вот такой листик вырос на одном узле. А здесь, девочки, вот еще один лист. Сейчас я поставлю лесенку, покажу вам. Я забралась повыше, тут вот лист вырос. Смотрите, он за счет того, что... Видите, он какой получился? Потому что он закрутился из-за орхидеи. Смотрите, что творится. Он большой, красивый. Вот такой вот уже. Но он вот такой вот покрученный из-за того, что он обнял цветонос орхидеи. А вот здесь чуть выше это другая Хоя. Тоже этого же вида, только другой сорт, так бы я сказала. Видите, как они отличаются, в принципе. Это та, которая Каудата. Это значит у нас кто? Каудата Голд. Вот она. Оранжевые цветочки. Ну, желтенькие с розовой серединкой. А это у нас Каудата здесь растет. Сплэш. Да? Вон она там у меня растет. Нету там цветочков уже открывшихся. Сейчас, девочки, я гляну. Нет, вижу цветонос. Только формирует она бутончики. Она, видимо, отцвела и осыпала. Ну вот мои каудаты. Это прям к ней вышло сюда. Так, а где я ус? А вот ус присох. Ну ладно. Короче, вот такая вот картина маслом, девочки. Картина маслом по хоечкам. Ой, еще порадовала. Ну не то, что порадовала. Она долго не росла. Фила, да, манипуренсис, стояла, сейчас более-менее начала расти, и я заметила, что она начала еще давать здесь по
по еще одной паре листиков. Видите, молоденькие листики. То есть она решила у меня распушиться. Сейчас мне надо ее тоже полить. Она уже такая. Так, как вам ее показать? Главное не слететь. И главное эту красоту показать. Но она интересная. Интересная такая. Интересной формы у нее листик с варигатностью. Вот эта веточка зелененькая будет ну не веточка, а пара листьев такая вот. Здесь пожелтее. Ну интересно. Я видела, что она загорает и может стать прям такой с розовинкой. У меня здесь она не загорает. На краешке стоит полочки, но не загорает. Так что, девочки, вот такие вот дела. Так, кто здесь у меня ниже? Тут у меня ниже. Наконец-то появляются листики. У Сабах 961. Она тоже кинула вот такой ус. И вот листики. Ой, а куда она ушла? Где ты ушла? Ой, боже, ус туда куда-то пошел. И он уже там закрепился за... Вон он, видите? Там вдали. За ранксам схватился. Вот такие у нее новые листики, посмотрите. Вот такие. А потом они становятся вот такие вот картонные. Прикольные. Так, здесь у меня орхидейка моя растет в плагроне. Детка. Мамка ее цвела очень здорово, пока не отдала Богу душу. Цвела последний раз на 64 или 67 цветочков ее мамка, и все. И потом, короче, истощение, и все. И дала детку. Вот детка теперь цветет, разгоняется у меня здесь, с хоечками дружит. Так, здесь Silver Dollar. Много черенков с него срезала. Все, пока у нас программа стоп. Он у меня здесь вот так вдоль стеночки плетется. Вот вижу, тут новый листик будет. Замечательно. Я ему вот так в виде стены дала опору, и он побежал. И здесь уже пока девочки меня просили еще череночки, срезики пока нет. Так, девочки, моя Кэрри. Ну, она что-то пока молчит. Ну, как молчит? Вот она листик дала. Она должна быть сплэш. Ну, вот в прошлом году дала вот такой лист, не сплэшистый просто. Ну, вот сейчас здесь что-то. Может быть, кто-то ей просто... Она не в этом месте, не здесь дала такой листик. Она в северной лоджии, хотя и было хорошее освещение, почему-то сделала так. Ну, вот сейчас здесь жду продолжения банкета. Ну, посмотрим. Вот здесь новые два листика, да. Этот сплэшный, этот слегка. Ну, вот, видите, хотелось бы, чтобы все были сплэшные. Возможно, наличие сплэша зависит от наличия хорошего освещения. Возможно. Так, ну доллар мне нравится. Здесь он хорошо прижился. Вы знаете, что-то меня не радует мой Николсониане. Он у меня, пока я не начала его резать, он у меня хорошо рос, был таким пышненьким, а сейчас что-то то листья сыпет, желтит, и как-то не хочет расти. В общем, не знаю. Надо подумать, что ему не хватает. Пьет очень сильно. Вот я наливаю сюда воду, и он выпивает очень быстро. Весь этот резервуар опустошает. То есть попить он любит, я это и раньше замечала. У меня даже такие, вот он сейчас загоревший вот такой. Он у меня был раньше в обычном горшке с грунтом, без фитиля. И вы знаете, я просто приходила, и он вот так, висят листья сухие. Я удивлялась, я его чуть ли не через день поливала. Потом я его решила, ну как подстригла немножко, видите? И он прям на меня как будто обиделся. Я думала, наоборот, постригу, и он повыдает из новых точек роста новые побеги, и все мне здесь заплетет. Какой там? Ну вот, он там дал по одному листочку, и все. Такой вот
обиделся. И я даже в качестве дублика посадила себе вот один такой неказистый черенок. И слушайте, он сидит вообще, не желает расти. Я ни корней не вижу. И лист, один лист, было 2 листа, один испортился, один остался. Короче, и не умирает, и не живет. Что-то я в нем разочарована. Да, Жорка? Что-то мы разочарованы. Жора! Эй, ты спишь? Жорик! Жор, ты живой? Притворяется. Так, вот здесь у меня в зарослях орхидей Полинейра Брогет. Что-то я жду от нее, когда она разветвит ветки, а она вот одну ветку вот так вот растит уже, смотрите, какую длинную. Не знаю. Может, надо ее как раз таки подрезать, черенкануть, чтобы она немножечко дала разветвление. Но мне, девочки, очень нравится ее листик. Смотрите, хвост русалки. Классная, да? Надавала корешков, но тут у меня в стаканчике с землей. И вот за счет того, что она хочет света, вот так вот тянется к свету. Представляете? Интересно. Так, а вот возле нее моя Кэрри, моя влюбленная Хоя. И я вам сейчас покажу, что она творит. Значит, стоит она у меня здесь вот внизу. Жорка возле орхидеи там лежит. Стоит она вот так в нижнем уровне. Нарастила она мне здесь листиков. Стояла, потом оживила точку роста и стрельнула мне вот этот ус. Видите? Вот эту палку. И смотрите, вот этот же листик уже этого сезона. Вот он еще мягкий. Тут уже второй растет. И гляньте, я ее здесь закрепила. Вот еще лист. Девочки, сейчас я вам покажу. Не падайте в обморок. Смотрите, куда она поперла. Я ей сделала ниточку туда к лампе. В общем, у меня здесь будет вот такая вот целая история с Хоей Кэрри. В прошлом году было то же самое, и я потом девочкам говорю: так, девочки, все, я ее режу. И я вот такую нитку, вот такой огромный такой ус, там междоузлия, да, вот видите, какие большие междоузлия. Вот узел, хотя нет, вот здесь может будет, но сантиметров сколько, 20-15 между междоузлями. Короче говоря, я жду, пока она обрастет листиками, вот эта вся красота. Надеюсь, она уже остановится или еще дальше пойдет. И я хочу видеть, что это за листики будут. И буду, девчонки, вам предлагать влюбленную Хою. Она прикольная, неприхотливая, со сплэшиком. Вообще она... Ой, я увидела лист желтый у орхидеи, желтит. Она вообще с внутренней варигатностью, эта Хоя должна быть. Она как бы, я читала, что это вроде как... Мне когда продали ее как варигатную, но мне кажется, что это как-то она называется перманент. Ну вот такая какая-то она, видите, интересная. Интересная. Ну, посмотрим. В общем, она мне тут такой уготовила вот такой вот сюрприз. Надо, девочки, уже все поливать. Вот сигелатис у меня здесь. Ах, 001. Девочкам нравится, многие просят. Так, вот эту мою красоту варигатную DS70 тоже девчонки обожают. Я ее тоже обожаю. Она сейчас у меня недавно цвела. Вся была, она вся в цветоносах была, красавица. Здесь у меня на солнце жарится с удовольствием. Ой, еще горшочек тяжелый. Вот эти две Хои я чаще поливаю, потому что они в глиняных горшках. И вот это уже сухая, вот эту надо полить. Она быстро пересыхает. Короче говоря, две претендентки на сегодняшний полив. Так, здесь у меня на фитиле хвостик от аргентинской принцессы, которая не стала аргентинской принцессой, а так и выдает мне красивые серебряные листики. Вот на фоне розового это серебро смотрится просто обалденно. Видите? Мне кажется, что вот спот от короче, пересорт от аргентинской принцессы, он даже, мне кажется, симпатичнее, чем
Новохост и чем Грейхост. Смотри, какой лист. Кленовый листочек. На солнышке подзагорел немножко. Так, это моя Набаваенсис. Тут вот тоже дамочка на медляке. Она где-то 1-2 узла выдает в полгода, блин. Очень медленно растет, поэтому и предложение по ней очень такое ограниченное. Все ее хотят, но она очень долго растет, девочки. Вот я Новохост поставила на окошко. Она мне не хотела расти. Сейчас я так развернусь. Вот она у меня. И она на окошке сразу же мне выдала точку роста. Видите? А стояла, вообще ничего не хотела. Так что вот так. Свет любят хои. Серебряные, варигатные. Так, вот здесь у меня 2 каудаты еще, девочки. Это моя каудата, как она называется? Ну, которая полностью... Ой, сейчас, девчонки, слишком близко. Которая полностью имеет вот такие серебряные листья. Вот она у меня дала усик. Вот ее листики здесь. И вот она, я вам показывала. Пошла туда вон. Видите, куда она пошла? И растит тут красивые листья. Уже вечер. И не увидишь. Ну, красивые листочки вот такие вот. Ой, тут еще лист мягкий, не буду крутить, чтобы его не оторвать. А здесь у меня еще 2 хои. Ой, девочки, без бокала нет вокала. Короче, это лакуноза Бруно. Стояла, я думаю, ну что. Сделала ей внизу дренажные такие отверстия. И наливаю водички, чтобы в бокале оставалась вода. И она как пошла на подоконнике. С таким хорошим поливом, чтобы было влажненько и чтобы было светло. И она сразу пошла в рост. А так стояла вот на стеллаже, здесь она стояла, ей не хотелось расти. А потом ее просто понесло. Видите, какая она? Просто понесло. Красотка. Так, и точно так же все я мучаюсь. Здесь я сделала небольшой фитилек, вон, видите, там лежит. Ну вот это же чудо природы. Это все, что у меня осталось от моего черенка. Пробовала я в гидропонике растить, не получилось. Это Louis Bus. Вроде он. Хотя не вижу я вот этой вот черточки на листике, которая разделяет пополам. Черта. Говорят, что если на листике есть вот эта розовая разделительная полоса, то это именно Louis Bus. Если вот такая, как у меня, просто, да, то это просто варигатные Белла. Ну, наверное, не знаю, девочки. Но растет здесь, ну и пускай растет. Я поняла, что им очень хочется побольше света. И света из окна, и они тогда хорошо растут. Но из всех лакунос мне вот это очень нравится. Именно Бруно. Она, смотрите, какая пушистая. Когда будет много направлений роста, это будет красиво. Да? Я думаю, что да. Так, разворачиваю ее к свету. В общем, такие бокальчики у меня здесь. Ну, девочки, еще одну лакунозу покажу. Уже мы и на фитиле, и пьем, и на солнышке стоим, а воз и ныне там. Это моя Минткоинт. Ну, как вот я ее купила, много месяцев, ну, сколько много? Осень, в конце осени. Да, в начале зимы, в конце осени. Девочки, все. Переукоренить может ее. Черенкануть и переукоренить. Не знаю. Короче, какое-то просто наваждение с ней. Расти у меня не хочет. Хотя бы где-то дала точку роста. Вот здесь что-то там она изобразила. Вот вроде попыталась. И все. И успокоилась. Ну, что ты сделаешь? Сейчас поверну ее так ближе к свету. Не знаю. Не хочется ей расти. Кагайненсис. У меня есть вот такая в разные стороны распушенная. Вижу, что уже совсем просохла. Надо ее, девочки, полить сейчас срочно.
Это хоя вот с такими вот листиками, прям шелковистыми. Так, а здесь у меня подборочка из хой. Сейчас посмотрим, как они растут. Ой, красивый листик получается, красивый. Это Бель, да, как она называется? Мини-Бель. Хороший листик. Я боялась, что будет просто зеленый. Хороший. И этот тоже неплохой. Заливочка появилась. Тут на полу у меня стоит. Ты что, спишь? Зор, ты спишь? Просыпайся. Под мой этот самый теревеньки мои засыпай. Так, Света моя. Ой, наконец-то дала пару листьев, девочки. Наконец-то. Это просто обняться и плакать. Засушила ус, но пару листьев хоть сформировала. Я еще думала, она тут типа цветонос выдала, но что-то никак. В общем, тоже она у меня на фитильном поливе, но еще мокровато. Когда уже пусто в резервуарах, я еще какое-то время даю на то, чтобы хоя просохла. То есть делаю просушки. Конечно, растет очень-очень медленно. Ну, в моих условиях очень медленно растет именно эта хоя. Так, здесь у меня триколор. Ну, это нормально растет. Надо будет мне сейчас ее отнести. Видите, уже начала уменьшать количество варигатности на листиках. Видно, ей мало света. Я ее отнесу на северную лоджию. Там после обеда она будет получать солнечный свет. Там она и росла, и хорошо распушилась за прошлый сезон. Так, и порадовала меня наконец-то моя красотка латифолия, она же макрофила Pot of Gold. О боги, наконец-то одно направление роста проснулось, и там вижу какие-то новые листики. Потому она просто не хотела расти. Все, друзья мои. Жорка услышал, что пришел папа, он мне перевернул все растения, побежал встречать. Так, девочки, ну и кажется мне, что возможно я увижу цветение у этой красоты. Видите? Вроде как бутончики. Так что на этой замечательной ноте, а это Собах Бьюти, я хочу с вами попрощаться. До новых выпусков наших хоечных видео. Всем мира и добра, всем всего самого-самого наилучшего. Все-таки триколор прекрасная хоя, очень красивая, яркая. Уж если иметь в коллекции карнозу, то карнозу триколор. Красавица. Итак, сегодня хорошие новости. Цветение Клеменсиорума Индонезия. Самое начало этого процесса. Думаю, к вечеру уже появится аромат и откроются все цветочки. Вот такой вот красавчик. Очередной раз на одном и том же цветоносе. Видите, еще не все цветочки, не все бутончики открылись. Вот я говорю, я прям первый день поймала его начало цветения. Вот это его цветонос единственный. И уже не первое цветение, не могу посчитать, которое по счету, но он красавчик. О, какой! Вечерком на него посмотрим. Возможно, к вечеру он откроет все цветочки. Ну, кому интересно, ставьте лайкосик. У кого цветет Клеменсиорум? Вот мне интересно, они все одинаково цветут или по-разному цветение у всех? И помимо клема у меня сегодня еще цветение свеженькое, вот Гунунгатинг. Видите, чем-то даже похоже. Но здесь немножечко другой оттенок, но тоже вот первый день открыл свои цветочки. Финлейсония уже отцвела.
Вот я вижу, здесь надо забрать от цветашки, чтобы не было мусора. И жду, конечно же, цветения вот этой красоты, акуты. Вот вижу новый цветонос и бутончики. Она уже однажды цвела у меня, мне очень понравилось, но потом отсушила тот цветонос старый и цветет, сейчас будет цвести на новом. Я надеюсь, что не передумает. Очень красивая хвоечка.